Печеричном хуторе, где семья живет в лесу и разводит животных на вольном выгуле. Вчера целый день шел ливень. И мы, чтобы дома уже не сидеть, поехали в город. Вот и затопило нашу следующую ступеньку. И это есть максимальный уровень воды прошлого года. Но я думаю, уже больше не будет в этом году. Все, весна в полном разгаре. Вчера мы завезли дяде кролей. Вор должен сидеть в тюрьме, а кролик должен сидеть в клетке. Саша, смотри, какие здесь великаны. Ой. Смотри, какой он огромный. Он был больше, чем наши в 2 раза. Видишь, какая порода крупная. Вот это ты здоровый кроль. Ого. Килограмм 7, наверное, если не 10. Ого. Ой, ты такие маленькие. Вот этих бы точно кошка ела бы. Так, вылазь. Оп. Прикольный какой. Это девочка. Давайте это еще. А это пацан. Ух ты! Красавец! Ну нифига себе! Но они почему-то мелкие, видите, у нас. Они еще молоденькие. Да нет, это порода Рекс, они больше шкурки, ради шкурки, они ради мяса. Красивые! Все, пускай у вас тут размножаются и ведутся. Кролей все-таки на хуторе не будет. Или вольный выгул, или клетка. Это животное, у которого очень много врагов. Поэтому на вольном выгуле ему нельзя быть. Их, может быть, знаете что, я вот так думаю, может это хорошо, что так это случилось. Мы отделались малой кровью. Мы могли проснуться, их сразу 3 нету. Их могла унести лиса, мы подумали бы, что он убежал. Они могли бы нарожать маленьких крольчат, пчелка бы съела, а мы уже продержали бы их, например, несколько месяцев. То есть это, наверное, самое легкое, что могло быть у нас. Это самое лучшее. Это ты нам помогла, да? Ты нас спасла от этих кролей, да? Вот только пару дней назад Валентина здесь все подгрябала. Походу белка опять пришла на Валентину. Надо все-таки идти загораживать гектар. Может сегодня? Посмотрим. Птица, гулять. Ничего себе, подплыл такой.
Скоро у нас Зинка и Бочка будут уже пороситься. Я думаю, еще пару неделек, наверное. Уже вымя налилось, уже даже животы опустились. О, квахтуха встала с яиц. У нас надо ее покормить. У нас курчавая курица. Тоже день назад села на яички. Идем покажу. Вот я их подписал всех. 23 февраля. Посадил я по 10 штук. 3, 6, 9, 10, 11. Видите, уже одного подкинули. Вот, которая не подписана, вот оно, сразу видно, что не подписано. Надо сразу доставать. То есть на каждый день смотреть, чтобы ей не подкидывали яйца другие куры. Вот это подкинули. Тоже надо здесь навести порядок. Эти все кублы почистить. Курятник почистить. А ее желательно вообще перенести в другое помещение. Тогда они не будут подкидывать эти яйца. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Иди, кушай, иди. Так это индюшки его бьют? А что случилось с ними? Такое бывает, выгнали Киркорова. Потом поросят. Друзья, думаю, хоть раз, но каждый из нас сталкивался с тем, что ему срочно нужны деньги. В таких случаях я рекомендую идти на Банки.ру. Это самый большой финансовый маркетплейс в России. Вот, например, у вас сломалась машина, нужно срочно ее отремонтировать и вам нужны деньги. На Банки.ру можно оставить заявку онлайн, что сэкономит ваше время. На Банки.ру более 40 проверенных и надежных МФО, которые представлены в удобном виде по рейтингу, сроку и ставке. Заявка оформляется за 5 минут. А самое главное, есть предложение даже без процентов, если это ваш первый займ. Ссылочку на Банки.ру оставлю в описании, а QR-код на экране. Переходите на Банки.ру и оформляйте займы онлайн. Не понял я. Уже всходы. Ты же их посадила вот только что, в прошлом видео их садила. Уже повыходили. Где-то купила, другие сейчас будут показывать. Нет, все. Это помидоры? Да. Это что такое? Это Ванины цветы. Подожди. 14 февраля он тебе их подарил. Да. Они стояли у тебя до 25 февраля. Да, потом я их высадила. И как они за 3 дня такие стали большие? Не знаю. Я тебе говорю, их переудобрили. На 2 мая уже и зацветут эти розы. Так, еда закончилась у нас в кормозапарнике. Надо новой наварить.
вангую. Все овцы побегут облизывать свинячьи корыто, а белка будет кормозапарник. Кушать нормально по-взрослому, смотрите. Оп. Выходим. И они даже не догадываются, что там есть еда. Ты что, не овцы? Молодой самец павлина уже танцует возле самки. Пошли займемся вандализмом. Вот это мы вчера топили печку, это позавчера. Сейчас нам надо истопить камин дома и истопить на улице кормозапарник. Даже бензопилу не включаю. Добыча дров идет. Эта солома идет на дрова. Вот это. А это дерево действительно можно наделать маленькие клеточки летние для цыплят. Смотрите, как мыши здесь перегрызли. Хотели тут замыкание сделать, видите? Как погрызли. А здесь вообще не заизолировано. Хотите сейчас до двух проводов одновременно дотронусь? Хотим. Я не удивлюсь, если кто-то кроме тебя это сказал. И не один человек. А кто-то, ой, дурак. Ну вот все ушли на гектар. Смотри, какая там трава сочная, вкусная. Иди пасись вместе с ними. Что ты тут мне стоишь, тут гадишь возле дома? А? Сказать, что хочешь еще? Я точно сегодня займусь, пойду на гектар и загоражу его хорошо-хорошо. Загоню тебя и будешь там сидеть. Да. Вообще этим топить не рекомендуется, потому что тут клей есть. Ну а куда нам это, на мусорку что ли выбрасывать? Раз в году можно. Вот что белка делает. Белка, иди гуляй.
Зато жару этот мусор дает. Ой-ой-ой. Больше, чем дрова. Виктор, сантехник, обещал сегодня приехать. Нам же еще надо трубы до конца перепаять. В мастерской в гараже. Кто-нибудь будет советовать наших подписчиков посмотреть черничный хутор своим знакомым? Скажет, вот, смотри, белорусов живут на хуторе работящие, одним домом топят другой, разбирают и топят. Как раз до мая нам хватит топить. Ничего нет вечного. Ну да, я посмотрел, даже если закрыть глаза на эту солому, то вот закрыть глаза, что нет утеплителя. Смотрите, вот сюда, основание уже сгнило, вот. Труха. Так. Если мы в основном доме у нас брус, и мы посмотрели, везде был целый, только в одном месте мы заменили, то тут что? И это не ДСП, а просто какая-то солома. Вот. ДСП так руками не будешь ломать. Мы когда начали его реставрировать, мы же хотели его реставрировать, то вот вставили, тут вот не было куска, и мы вставили кусок ДСП. Тут, слышишь, это кусок ДСП, и теперь отсюда и не достать, а если достать, то не поломать. Вот. Вот ДСП вставил, ну вот кусочек. О! Я его поломать не могу, вот. Потому что это... Ну, современная какая-то стружка, клей, а там солома.
Этот петух, помнишь, что с индюками ходил? Ага. Он пытается за индюшками бегать, они его бьют. И А, он не... то есть он хочет их изнасиловать. Я же тебе говорю, он с индюками вырос, он думает, что он индюк. Так же самое, как у меня куры сутками выросли, они на уток лазили. Что, Зинка, что ты хочешь? Что? Что? Скажи, что? Что? Вроде пошло. То ли я гараж не там построил, то или надо сарай переносить. Давай, давай.
что, поехали электропастух восстановим. И будем уже их загонять. Белка, неужели ты тут со всеми, наконец-то? Машка! Майка! Вот так. Тут сейчас сотни таких столбиков. Надо проверить каждый, чтобы нигде не дотрагивалось до дерева. Этот столбик надо заменить. Когда ты так на скорую руку поставил, это получается липа. А сколько той липе? Год-два и сгнила. Мы их поснимаем. Все пасутся на поле, а белке нужно к тебе идти. Они вообще, видите, к нам пошли. Потому что они любят с людьми находиться. Если мы куда-то шли гулять, они всегда идут за нами. Вот этот пенек как раз. Поэтому и сгнило, потому что 10 сантиметров и болото идет. Ставим хороший такой столбик. Но единственное, не знаю, или в него сможем вкрутить или крючки, может это слишком твердо будет. Отлично, закрутилось все. Деревья падали легче. А тот угловой столбик вообще снегоочистительная машина ехала и на углу ковшом своим зацепила. За зиму, конечно. Вот и в электропастухе только вот этот минус, что за ним надо следить. Зашел веточки почесаться. Ну так им же грабли специально делают, ставят, чтобы они шерсть вычесывали. Дортеры они такие. Даже те гнилые бы не попадали. Вот след трактора, он пошел. Не вошел в поворот мне. Завалил этого столбика и заодно всех остальных. Вот. Оно музыка путает.
ключом, чтобы уже точно его не сбили. О, отлично. На угол самая нагрузка идет. Что, польем тепличку? Но уже земля подсохла. Спорим 30 градусов? Как минимум 25. Ну да, не меньше. Нет, 26 всего лишь градусов. Вот эту трубку, которую нам сифон мешает установить. Если вокруг гаража не будет плитка лежать, то пару раз зашел и много песка занес. Все, друзья, теперь в гараже, вот в самом гараже, не снаружи, а в самом гараже, сделано все на 100%. Эту перепаяли, вот эту, и канализация уже стала на место. И теперь все работает. И Валя избавилась от своей мойки. Еще, но у тебя еще и своей не появилось. Смотрите, как интересно. Если чуть-чуть маленький напор воды, вот такой вот маленький, то вода горячая, 33 градуса вода. Если вот побольше градусов дать, давай больше градусов, 32, 31, 30. В общем, чем больше дашь напор, тем горячее вода. Ну, Тебе да. еще нужно сюда вешалку и маленькое полотенечко повесить. Вот туда.
А зубную пасту мне сюда не надо еще? Ну, надо полотенце и вешалочку. Ну вот, реально горячей водой моешь руки. Ну такой, не горячий, не кипяток вообще, а вот тепленькая водичка. Вот 28 градусов показывает. Приятно. Щелк, выключил. Хочешь холодной? В эту сторону. Он не включается, когда в ту сторону. Хочешь, выключил, хочешь горячий? Включился. Повезло. 28. Действительно, руки... Я, если честно, даже как бы, когда вот эту вот всю здесь систему строил, даже не думал о нем. Я был уверен, что просто у меня здесь будет висеть бойлер не такой, как дома 100 литров, а такой литров 20-30 такой вот. Только он мне действительно не нужен был бы. Электричество больше тянет. Руки помыть он вообще время. Тебе столько воды не нужно. Место занимает, да. А так вот где-то поработал, вот зашел, чтобы домой не идти, помыл ручки. Все. Выходим с моего гаража уже. То есть, когда уже все чисто, тогда выходим? Выходим, не следим здесь. Еще с собой такую толпу привела. Да, выходим. Пошли лучше электропосту до конца установим. Мы с вами по той стороне проехали, все сделали. Сейчас по правой проедемся, еще сделаем все. Здесь вроде бы ничего повально нету, просто натянуть немножко проволоку, чтобы она не провисала. Вот после зимы надо каждую веточку убрать. Это тоже будет заземление. Потому что будет электропостук плохо работать, пробивать в землю. О, тут столбики не попадали. Тут просто бурелом какой-то. Ветки от снега падали.
Друзья, февраль месяц. Февраль, а у нас черемуха уже, смотрите, листики пускает. Обещают еще, еще должны быть морозы по ночам. Черемухи ни почем. А когда черемуха зацветет, то карась хорошо берет. Папа всегда так говорил. Все, отреставрирован наш электропастух. Пошли животных загоним сюда. Кушать! Дочка, Зинка, иди сюда, иди. Все вы знаете, куда мы идем, да? Пошли, пошли, там. У нас авария. Тоже срочно ремонтировать. И как всегда, смотрите, никто даже не понял, что произошло. Одна белка, смотрите, врубилась, белка, и погляд, замуровали все-таки демоны, а. Отвернулась, тоже знает, что они говорят, видите? Только она поняла, что произошло. Все, будешь здесь сидеть все лето у меня. А не окна бить. Молол зерно, нашел бочку, на дне которого у нас еще осталось клевер прошлогодний. Только он просто перемешан с овсом. Вот это клевер. С ячменем перемешан. Можно его сейчас, пока все животные в электропастухе, на берегу сажалки наши разрытой уже свиньями посадить. Ну вот он, получается, у нас 50 на 50% разведен с овсом. Овес тоже может укорениться. Ну, в принципе, его, может, индюки, утки, павлины съедят еще. Какая-то подозрительная тишина, да? Даже немножко страшно. Как будто детей в садик отдал. Такая тишина. Да, я к ним даже привык вот за зиму вот это. Дай пожрать. Так, пошли тогда, пока их нету, тут можно неделю сейчас порядок наводить, погрябать, идем грябать. Вот пока тут кашпо нету, можно вешать одежду. Тут же вот сколько шерсти дико.
самая грязь. О. Дик кости с шерстью. Валя, ты помнишь, откуда у нас такие грабли? Да. Подписчики нам выслали. С какой стороны? Я не помню. А, я помню. С какой? Там вообще это из Литвы, через белорусского какого-то дальнобойщика передавали на Беларусь. И нам реально они так понравились. Спасибо ему за это, да? Да. Что мы купили точно такие, вторые вообще грябают, все, не ломаются, кажется, что какой-то пластик, да? Вот. А крепкие, выгрябывают листья, песок, камни, все. Балдеем от этих грабель, да? Да. Вот это на 10 метрах квадратных. Травка будет зеленее, когда ты все заберешь. Свет отключен. Давайте и правду этот провод соединим по прямой, да и заизолируем. А то мало ли что, сильно что током убьет. А ты нам еще нужен? Пригодился бы еще, да. Вот этот провод. Вот так вот временно по прямой соединил. В любом случае этот кабель идет у нас на туалет на улицу, и его такой закапывать не будешь. Когда уже уберем домик, здесь нормальный, хороший, специальный, который в землю закапывается, соединим, и будет хорошо. А это уже можно разбирать, это оно мешает нам работать. Пока работает. Вот. Благодаря тому, что здесь электрику разобрали, можно и эту стенку разобрать. Ух ты! Тут даже не то что мыши жили, вот смотрите, вот здесь гнездо интересное. Вот, прям над окном. Спокойно. Выгрызли чуть-чуть. Тебе домик сделали. Вот это мышиное гнездо. Даже салофановые пакетики есть. О.
гнездо. Да, это гнездо, где были осы. Тут и шершни у нас же. Этот домик вообще был у нас рассадником шершней. Мы же сюда даже МЧС вызывали в прошлом году. Тут было много шершней и ос. Видите, поэтому, когда строите дома, без утеплителя вообще нельзя. Надо хоть какую-то стекловату уложить. Сейчас современная стекловата, она идет защитой от мышей. Тогда никто не заведется. Это уже наша ДСП, ведь вставляли, когда тут тоже были дырки мышами проедены. Тут свое отбить не могу. Ох, мы вкрутили, конечно, сюда это. Домик шатается, ДСП на месте стоит. А как же это вкрутить? Ну, еще вниз ставим. Да. Доска ремонтная была. Сейчас это единственный шум возле дома. Ну, хоть кто-то орет. Ты знаешь, у тебя получается. Ну так себе. Я тебе скажу, что нудное занятие. Вот как мы домик разбирать собрались целый месяц, так надо целый месяц и подгребать. Я тогда пошла готовить, а ты сам все почистишь. А что ты будешь готовить? Что, рано? Я хочу фляки сделать. А, фляки. Да, мы не просто фляки ты хочешь сделать. В магазин, походим по магазину, Валентина говорит, о, фляки продаются. Только, говорит, мы их уже 2 раза на видео показывали. Мы реально 2 раза на видео показывали, как мы готовим фляки. И мы никогда не думали и не слышали, да, потому что у нас здесь Польша рядом, все их варят. А подписчики говорят, что это рубцы, и их можно еще и жарить. И делать салаты с ними какие-то корейские, с этими фляками. Ну, это же желудки коровьи. И поэтому мы решили сегодня первый раз в жизни пожарить их. Попробовать. Вареные невкусные, когда много там всяких специй, приправ. Вот сейчас сегодня поэкспериментируем, попробуем Валентина пожарить. Хоть рубцы будут и жареные, но перед этим их все равно надо отварить. Причем, смотрите, хорошо иметь цивилизацию. Рубцы с сетками, сразу же почищенные, то есть Добрецкий мясокомбинат. И вот стоит всего лишь 2 рубля 58 копеек. Это знаете сколько? Это 0,7 долларов. Валентина, сегодня ты сделаешь ресторанное блюдо за 0,7 долларов. Пошли белку проведаем. Она, наверное, скучает побольше даже, чем мы по ней. Все на пастбище. Не-не-не, нельзя выходить отсюда. Нельзя. Белка, как ты тут в тюрьме этой? На бананы. Не Гришка, иди там, тебе яблочко, иди. Иди, Аполлон. Ну, не Гриша целое яблоко, видишь? Все, кидай на землю, бегут. На. Ну им здесь тут супер вообще. Тут грябать не надо. Да нет, не Гриша. Вы вдвоем сам больше всех поели, молодцы. Мой хороший. Так любит подойти, погладишь так его, да? Я вот уберу руку, он будет еще сам пихаться, чтобы его еще погладил. Ты не будешь как Гоги биться? Нет?
Говорят, если вот здесь вот гладить, то будет биться. Мы его уже по рогам стараемся не гладить. Очень, очень хороший такой баран у нас. Гриша, вообще проще барана заменить, чем 5 твоих детей. Ну мы детей твоих меняем, чтоб ты у нас подольше жил. Ты что, надо так дико отгрыз ему ухо. Ну когда-то они еще Ну, у них такая любовь. воевали, кто Они то главнее. обнимаются, то бьются. И он тоже сам подходит к Дику и типа давай, чеши меня. И вот Шанелька такая же ласковая. Ну вот, да, мы вообще переходим на дорперов, потому что дорперы породистые животные, его легче продать, дороже продать, выгоднее продать и самому кушать не надо, потому что вот даже кто держит дорперов, у кого И даже... это новенькая, видишь, уже подходит. Да, помните, какая она дикая была? Хорошая, умница. Дорперы, они ласковые, они... А он меня гладь показывает. Они как бройлерные куры. Овцы редко ласковые, овцы боязливые. Не Гришка. А, я так и не перебил. Вот кто держит дорперов, у кого их 10-20, у него спроси, ты ел хоть раз дорперов мясо? Он говорит, нет. Невыгодно, да, кушать вас. Вас надо размножать, разводить. Когда у вас уже будет в Беларуси поголовье несколько тысяч голов, тогда уже вас не кондицию начнут кушать. И когда мы разводили эдельбаев, почему мы от них отошли? Они как бы по весу тяжелее, но их надо стричь, эдельбаев. И эдельбаи считаются мясо-сальная порода. А зачем нам, белорусам, сало, если у нас есть свиное сало? Мусульманам надо сало баранье, а нам не надо, поэтому... Ну и дорперы дороже в 3 раза, чем эдельбаи. Сама ценнее порода считается. У нее какое-то мясо, как это, мраморное, как у мраморной говядины. Смотри, уже стали все, думают, раз пришел, сейчас будут выпускать. Не-не-не, пасемся дальше, ребята. Вечером выпущу вас. Сколько часов надо варить? Я думаю, часа 2, может больше. Как получится. Чтобы мягкие стали, чем дольше, тем лучше, да? Да. Уже и индюкам скучно стало без овец. Пошли к ним. Полтора часа уже кипит. Вечереет. Выпустили их из электропастуха. Первое, куда они побежали, на погреб. Молодцы. Нет, у меня нет.
Градусник на батарейках показывает, что сейчас на улице плюс 16. Представляете, какой февраль месяц? А этот почему-то показывает плюс 14. Кто из них врет? Ну, будем считать, что сейчас на улице 15. Но на весь дом уже запах именно фляков. Уже просто приправы бы кинула и порезала на кусочки, уже были готовы, да? Да. Все, они уже точно готовы. Мягкие-мягкие. Ну, примерно у нас 2,5, то и 3 часа где-то варились, да? Ну, получается, это уже будет блюдо называться не фляки, а, наверное, жареный рубец, да? Знаешь, как пчеловод бы сказал? С салом все вкусно. Ну да. Поэтому добавим бочка, чтобы было уже точно вкусно. Чёлка на мяско. Пока что сало даже аппетитнее выглядит, чем этот рубец. Лука даже пчелка щурится. Давай пчелке кусочек дадим, будет оно такое есть? Подожди, давай одновременно мне и пчелки. Я тоже могу есть такое. Не впечатляет. Но съела. Съела, да? Еще, говорит, хочу. Больше еще?
Значит, лучше, чем любая колбаса. Значит, можно кушать. Дай мне попробовать. Они все-таки так аппетитно выглядят, эти червячки. Ну да, без специй так себе. Молодая павлиниха, ее вырастили индюки, так она с ними и ходит. Станет половозрелая, я думаю, ей индюк не будет нравиться. Хотя какое-то время ходила ночевать к павлинам, а гуляет далеко с индюками. Получается, сало готово, пляки готовы. Осталось это все смешать вместе. Да, соединить надо. И получится гармония вкуса. Ну, лучка, наверное, можно было бы и побольше. Не надо. Я так подозреваю, что ты специально меня обделяешь. Ну, скажи, что можно было бы. Можно, нужно. Хватит. Пол луковицы. Луковица маленькая. А можно 5. Хватит, мне потом доставать долго. Это же зрители смотрят наши видео такие: о, мои грабли. А что там? О, мой наборчик. Сейчас кто-то тоже к холодильнику пошел. До этого же невозможно смотреть, если не поесть. Надо дегустировать. Сало вкуснее? Блин, ну. Надо смешать срочно. По сути, они уже готовы на 99%, да? Да, подтушим их чуть-чуть. А это уже ядовитый. Чили. Все, пусть тушится.
нас ужин. Сейчас я все расскажу. Сейчас я распробую. Валентина, ты богиня. Чем-то даже чуть-чуть вкуснее фляков. Но это жареное, там вареное. Поэтому там чуть полезнее. Ну, вообще вкусненько, конечно. Только это у нас уже... Как блюдо называется? Напишите в комментариях. Рубец жареный, да? Вкусно. Кстати, друзья, вот сегодня у нас стало на канале 470 тысяч самых лучших подписчиков в мире. Да, вот. Спасибо вам большое. Для семейного сельского блога это, наверное, максимум, ну, еще 30 тысяч, 500 000, но уже хватит. Куда столько много. И это самые лучшие зрители, потому что у нас даже в одной творческой студии в аналитике показывают 99% лайков. Всего лишь 1% дизов. Ну, это те, которые не подписаны, но все равно смотрят, но не могут не смотреть. Они только низ ставят. Нет, они прозвали, дизы ставят. А самые лучшие подписчики нас любят, защищают и добьют наш канал до 500 000. Можно готовить. Вкусное, дешевое ресторанное блюдо. Через пару дней выйдем в эфир. Всем пока-пока-пока. Пока-пока. Потемнело. Можно курчавую курочку перенести отдельно с курятника. Я тебе глаза закрою. Очки одень. Я тебе с 3 яичками, потом остальные. Подожди. Ой. На, вот сиди здесь. Если тебе никто не подкинет, тихонечко выведешь. Да, все, сиди. Видишь, тебе здесь нравится. Я тебе говорил. Вода есть, еда есть. Пускай здесь и сидит. Сюда будем еще других пахтух подкидывать. Если будет место для вывода цыплят.